Выражаю благодарность товарищам из пабликов «Тени ушедших конфликтов» и «Горячие точки прошлого века». Данный ролик сделан по предложению этого товарища. Кыргызстан и Узбекистан имеют общую государственную границу протяженностью более 1300 километров. Это самая длинная часть границы Кыргызстана. Испокон веков кыргызы и узбеки проживали вместе в Ферганской долине и исторически имеют много общего. Относятся к одной языковой тюркской группе, имеют схожие традиции и обычаи, лояльно относятся к национальной кухне друг друга, а также исповедуют одну религию – ислам. Но почему же, имея столько общего между братскими народами, происходят разногласия, которые выливаются в кровопролитные столкновения? Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня мы поговорим о божских событиях 1990 года, произошедших в Кыргызстане. Начинаем! Издревле в Ферганской долине проживали узбеки, кыргызы и таджики. В древние времена она была частью Мавераннахра, провинции Персидской империи. В XIII веке Ферганская долина попала под управление монголов и была включена в состав ханства Чагатая. Политические границы были сняты после того, как в регионе получили распространение тюркские группы и ислам, но Фергана всегда управлялась как единое целое. В XVIII-XIX веках Ферганская долина являлась центром Каканского ханства, а в 1876 году она целиком вошла в состав Российской империи. После этого было создано Туркестанское генерал-губернаторство. Территории использовались как колонии, земли были объявлены государственными, и началось переселение русских крестьян, которым предоставляли земли и льготы. Например, переселявшимся на территорию нынешнего Кыргызстана полагалось 30 десятин, около 60 гектаров, и освобождение от налогов на 15 лет. Все это приводило к недовольству и восстаниям местного населения. Так, в нынешнем Узбекистане в 1878 году в районе Мингтепа, нынешний Мархаматский Туман, было подавлено восстание под началом Етимхана, а на территории Кыргызстана в 1898 году вспыхнуло стихийное восстание, которое также было жестоко подавлено. С приходом революции, а затем и советской власти, после гражданской войны началось формирование границ между новыми союзными республиками. В царское время эти территории были грубо поделены, не опираясь на этнос коренного населения, но в советское время это решили исправить. Так, кыргызы, не имевшие до этого своей территории, получили сначала автономную, а затем и Кыргызскую ССР. Также произошло и с Таджикской ССР, и Узбекской ССР. Тем не менее, состав этих союзных республик был разнородным, что и послужит в будущем хорошим катализатором национальных розней. Все как обычно началось с перестройки. Эпоха гласности и демократизации не только не помогла решить уже существующие проблемы, но и породила национализм, прикрывающийся поддержкой новой линии партии. Вот как описывает события 1989 года учебник по истории Узбекистана для 10 класса. В то время как Центр старался сохранить ситуацию под контролем, в мае-июне 1989 года хулиганские выходки молодежи в Кувасае привели к возникновению межнациональных столкновений между турками-месхетинцами и местной молодежью. Столкновения распространились по всей Ферганской долине, Ташкентской области и приобрели опасный характер. 7-8 июня 1989 года в результате расстрела мирной демонстрации солдатами воинских частей в городе Коканде погибло более 50 демонстрантов. По официальным данным, в результате межнациональных столкновений и расстрела демонстрантов военными с 3 по 12 июня 1989 года в Ферганской долине погибло 103 человека, 1011 человек были ранены и 757 домов сожжены и разрушены. Учебник для 10 класса Кыргызстана описывает причины ожских событий 90-х годов следующим образом.
Развитие демократии и гласности в СССР, в частности и в Кыргызстане, явственно высветило давно беспокоившие, но нерешенные до этого времени проблемы. Душившие нашу республику социальные и экономические тупики замалчивались, а их суть искусственно заглаживалась. По причине того, что Кыргызстан, как и другие республики Средней Азии, был превращен в сырьевую базу, уровень его социального развития и социального обеспечения был намного ниже, чем у большинства европейских союзных республик. При распределении и перераспределении национального дохода допускалась неприкрытая несправедливость. Объем капитальных вложений в расчете на одного человека был в 2,4 раза меньше среднего уровня. Из-за низкой зарплаты в республике доход на душу населения более 1/3 граждан не достигал 75 рублей. В расчете на каждого человека уровень национального дохода республики составлял 53% по сравнению со среднесоюзным показателем. Число необеспеченных работой жителей перевалило за 140 тысяч, стоящих в очереди на получение квартиры или нуждающихся в улучшении жилищных условий за 120 тысяч. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в детсадах составляло 30% от потребности, или в 2 раза ниже общесоюзного уровня. Примерно в 80% общеобразовательных школ, где учились почти 40% школьников, обучение велось в 2 и 3 смены. В то же время, по стране в целом эти показатели достигали лишь 23%. В целом, по республике сотни тысяч людей, в том числе около 60 тысяч в Волжской области, или каждая 6-я семья, ждали очереди на жилье. Большую их часть составляла кыргызская молодежь, мыкавшаяся по общежитиям, частным квартирам и после долгих лет стояния в очереди, потерявшая надежду законным путем приобрести жилище. Жизненный уровень населения Кыргызской ССР оказался намного ниже по сравнению с другими республиками. Со стороны же высоких партийно-государственных руководителей проблемам удовлетворения потребностей населения, обеспечения его работой, подготовки и переподготовки местных кадров, улучшению жизненных условий достаточного внимания не уделялось. Как и в других республиках Средней Азии, в Кыргызстане помимо названных скопилось еще множество нерешенных проблем. Все это вызвало недовольство местного населения, особенно молодежи. В целом, все вышесказанное очень напоминает предпосылки войны в Таджикистане. Советую посмотреть этот ролик по подсказке в правом верхнем углу, дабы получить более полную картину происходящего в регионе в этот момент. Важно понимать, что память о погромах и изгнании узбеками в мае 1989 года турок-месхетинцев служит в условиях обострения социально-экономической ситуации не предостережением, а катализатором конфликтов. После изгнания месхетинцев столкновения узбеков и киргизов, киргизов и таджиков, таджиков и узбеков стали почти регулярными. Чаще всего межэтнические конфликты происходят на границах. При этом межэтническую карту представители оппозиционных и антиправительственных сил трех стран используют в своих политических целях. В 1990 году население Киргизии составляло 4 миллиона 258 тысяч человек. Из них киргизов 2 миллиона 223 тысячи или 52,3%, русские 917 тысяч или 21,5% и другие национальности 1 миллион 113 тысяч или 26,2%. При этом узбеков, занимающих руководящие посты в республике, было около 7,3%, а русских 24,5%. Хотите прочитать уникальную историю о людях на современной войне? Тогда предлагаю вам прочитать первую книгу серии «Вырваться с войны. Сломанные судьбы». Светлоград в блокаде. Государство ДРСН и альянс СССР и Крамергона, которые год ведут кровавую бойню между собой. Двое девушек и парней, что были обычными жителями, теперь пытаются сбежать из города. Местные партизаны, наемники и армии не дают вырваться из этого кошмара. Кто возьмет город под контроль и одержит верх? Станут ли герои подонками или сохранят в себе человека? Как меняется человек на войне? Читайте бесплатные главы по ссылке в описании уже сейчас. Фергана.ру предлагает краткую хронологию того, что произошло в июне 1990 года в Оше и Узгене, основанную на публикации 2007 года, в которой Нурбек Ашимканович Амуралиев, глава Центра методологии и социальных исследований Академии наук Кыргызстана, комментирует документы того времени. Полный вариант этой работы доступен на сайте московского журнала «Новое литературное обозрение». Обостряются социально-экономические проблемы. Особенно чувствительной становится нехватка земельных участков для жилищного строительства. Как правило, землю требовали выходцы из сельской местности, этнические киргизы, живущие во Фрунзе, Бишкеке и Оше,
Законодательство СССР запрещало выделять землю под индивидуальную застройку в столицах союзных республик. Москва не разрешала выделять землю, и недовольство киргизской молодежи, живущей во Фрунзе, росло. Всю весну 1990 года в столице Киргизии шли митинги киргизской молодежи, требующие земли. В пригородах столицы не прекращались попытки самозахвата земельных участков. В Оше с ранней весны 1990 года активизируется неформальное узбекское объединение «Адалат» и киргизская общественная организация «Ош-Аймагы», которая ставила задачу обеспечить людей земельными участками для строительства домов. Май 1990 года. Фрунзе. Митинги идут на центральной площади города почти постоянно. Образовывается несколько молодежных объединений. Одни требуют только разрешения жилищной проблемы, вторые выдвигают политические требования, например, ускорить темп реформ. Третьи озабочены сохранением и развитием киргизской национальной культуры и языка. 7 мая проходит встреча руководства Киргизской ССР с представителями молодежи в Доме политпросвещения ЦК Коммунистической партии Кыргызстана, оно же ЦК КПК. Встреча продолжалась 8,5 часов с одним 20-минутным перерывом. Джалалабад. Группа узбекских аксакалов из Джалалабадской области обращается к руководству СССР. Председателю Совета национальности Верховного Совета СССР Рафику Нишанову, первому секретарю КПК Абсамату Масалиеву и другим с требованием предоставить автономию узбекскому населению Юга Киргизии. Возмущение узбеков вызвал принятый закон о языке, в котором государственным языком признан киргизский, а языком межнационального общения – русский. Из текста обращения. Коренным населением области фактически являются узбеки, численность которых в области насчитывается в пределах 560 тысяч человек. Если в целом по республике численность узбеков составляет 30% от общего населения республики, то в Ошской области, то есть в зоне компактного проживания, составляет больше 50%. Язык компактно проживающего большинства населения узбеков остался ущемленным. Вместе с тем, следует отметить, что киргизское население области, по сложившейся веками укладке жизни, традициями и обычаями, по диалекту речи и по роду производственной деятельности, по семейно-бытовым переплетениям, весьма схожи с узбеками. Поэтому киргизы северных районов республики шутливо называют своих южных сородичей киргизов сартами. Во всех 119 школах области, в которых обучение ведется на узбекском языке, свободно обучаются дети и киргизов, не испытывая никаких затруднений в языке. Коренные жители узбеки чувствуют себя чужеродными этническими группами населения Киргизии. Неприязненные отношения между киргизами и узбеками в нашем регионе существуют. Эти отношения не раз всплескивались в виде небольших стычек между студенческой молодежью в городе Джалалабаде, Оше, Узгене в прошлом 1989 году, что свидетельствует о существовании определенного дефицита в равенстве и равноправии народов населения нашей республики, каковы не могут быть решены при существующей ныне системе управления. По нашему глубокому убеждению, для успешного решения проблем реального равноправия и равенства национальности нужен новый механизм государственного управления в рамках Киргизской ССР в виде автономии Ошского региона в рамках республики. Практика существования автономии Каракалпакской АССР в Узбекистане, Абхазской и Аджарской АССР в составе Грузинской ССР и Нахичеванской АССР в Азербайджанской ССР показывают жизненность таких государственных формирований в рамках союзных республик. Ош, 17 мая. Проходит встреча областных и городских властей с представителями 7000-ной киргизской организации Ош-Аймагы. Молодежь требует решить земельный вопрос до 25 мая, иначе с 17 июня начнется самозахват земель. Власть игнорирует требования, и Ош-Аймагы проводит 25 мая в Оше митинг. Фрунзе, 24-25 мая. 24 общественные организации объединяются в Демократическое движение Кыргызстана, ДДК. Цели движения – укрепление независимости Киргизии, установление демократической многопартийной политической системы, введение различных форм собственности, свободное функционирование частного сектора и так далее. На учредительном съезде ДДК были избраны 5 сопредседателей – К. Акматов, Т. Дыйканбаев, Ж. Жекшеев, К. Матказиев, Т. Тургуналиев, Совет и правление движения. Ош. 27 мая на территории средней школы номер 38 в колхозе имени Ленина, чьи земли вплотную прилегали к городу, на митинг собирается около 5000 киргизов. Туда же прибывают руководители Ошской области. Митингующие давят на руководство области, и председатель облисполкома объявляет, что для застройки будут выделены 32 гектара хлопковых полей колхоза имени Ленина. Собравшиеся отмечают свою победу традиционной церемонией, зарезав на месте будущего поселения жертвенную лошадь, и поклялись не отступать от завоевания
завоеванной земли. Начиная с 30 мая киргизы постоянно проводят митинги и собрания на этом поле колхоза имени Ленина. Представители Ош-Аймагы выдвигают требование сместить с должности первого заместителя председателя Верховного Совета Киргизской ССР, бывшего первого секретаря обкома партии, который, по их мнению, не решал социальные проблемы молодежи и способствовал тому, что в сфере торговли и обслуживания населения города подавляющее большинство оказались лица узбекской национальности. Требовали от руководства области довести общую численность лиц киргизской национальности в указанных сферах до 50%, урегулировать внутреннюю миграцию, решить проблемы прописки, трудоустройства и жилья киргизской молодежи. Жители колхоза имени Ленина воспринимают принятое решение о выводе из оборота 32 гектаров поливных земель как оскорбление узбекского народа. Вот пришли киргизы с гор. Сегодня захватили нашу землю, завтра выгонят из собственного дома, а послезавтра надругаются над нашими женами и сестрами. 30 мая на поле колхоза имени Ленина, предназначенном под застройку, начинается многочисленный митинг узбеков, по другим данным 31 мая. На митинге принимается обращение к руководству Киргизии и области. Среди выдвинутых требований – создание ошской автономии и придание узбекскому языку статуса одного из государственных. Избрана инициативная группа в составе 24 человек. В нее вошли народные депутаты Киргизской ССР и местных советов. На митинге узбекские жители требуют создания узбекской автономии, предоставления Ошской области самостоятельного статуса, создания узбекского культурного центра, открытия узбекского факультета при Ошском педагогическом институте. Требуют сместить с должности первого секретаря обкома, который якобы защищает интересы лишь киргизского населения. Свои требования узбеки передают руководству Ошской области и назначают срок ответа – 4 июня. С 1 июня узбеки начинают отказывать в найме жилья киргизам, в результате чего более 1500 киргизских квартирантов, проживающих на частных квартирах у узбеков, оказываются на улице и пополняют собой тех, кто требует выделения земельных участков. Митингующие киргизы в ультимативной форме потребовали от властей дать им окончательный ответ о предоставлении земель, тоже до 4 июня. Тем временем республиканская комиссия во главе с председателем министров Киргизской ССР Апасом Джумагуловым квалифицирует выделение под застройку 32 гектаров земли колхоза имени Ленина как незаконное. Для строительства жилья решено выделить 662 гектара земли на территориях хозяйств Калининская, Папанская и Кенешская. Большинство узбеков и киргизов, нуждающихся в земле под застройку, согласились с этим решением. Однако около 200 представителей Ош-Аймагы продолжали настаивать на предоставлении им именно 30 гектаров обещанной земли колхоза имени Ленина. 4 июня. 4 июня все были готовы к межнациональным столкновениям, которые должны были произойти на том самом спорном поле колхоза имени Ленина. Согласно докладной записке тогдашнего председателя КГБ Киргизской ССР Джумабека Асанкулова, председателю Верховного Совета Киргизской ССР Абсамату Масалиеву, люди начали скапливаться на поле колхоза имени Ленина уже с 6 утра 4 июня. Киргизов пришло около 1500, узбеков более 10 тысяч. К обеду из детских садов и яслей Оша были забраны все дети узбекской национальности. К 16 часам узбеки, руководители организаций, распустили своих сотрудников по домам. К 18:00 с двух сторон поля колхоза имени Ленина собрались две толпы – узбекская и киргизская. Между ними тонкой цепочкой расположилась милиция, вооруженная автоматами. По одним данным, первыми начали узбеки. Узбекская молодежь, будучи в нетрезвом состоянии, попыталась прорвать кордон милиции и напасть на киргизов. В милицию полетели камни и бутылки. Узбеки захватили двух ОМОНовцев. К 19:00 толпа стала неуправляемой, и милиция начала стрелять. В 19:30 толпа была рассредоточена. По некоторым данным, после выстрелов на поле осталось 6 погибших, по другой информации – раненых. Неся тела, по другой информации – одно тело, на вытянутых руках, узбекская толпа с криками «Кровь за кровь!» хлынула в Ош. По дороге громя киргизские дома. Вели людей лидеры узбекского объединения «Адалат». В секретной докладной записке начальника управления КГБ по Ошской области Аскарбека Мамеева на имя первого секретаря Ошского обкома Компартии Киргизии Усена Сыдыкова так описывается событие 4 июня, отредактировано Ферганой.ру. К местам скопления на колхозном поле выехали руководство города и члены республиканского штаба. Перед собравшимися представителями Ош-Аймагы было заявлено, что том участке земли, на застройке которого настаивает киргизская страна, решено построить киргизский молодежный культурный центр Кара-Шоро и 200-квартирный дом для тех, кто нуждается в жилье в первую очередь. Остальные получат земельные участки на другой вполне пригодной территории 3 хозяйств Карасуйского района, который непосредственно примыкает к черте города Ош.
Данное заявление большинством собравшихся было воспринято одобрительно. Часть участников митинга на 6-7 автобусах направилась для получения земельных участков в колхоз имени Калинина. 450-500 человек также на автобусах на территорию совхозов Кенеш и Папан. Однако около 500 человек, в основном агрессивно настроенная молодежь, не пожелали покинуть поле. Тех же, кто уехал получать земельные участки, не встретили представители местных властей. Прибывшие простояли на поле и вдоль дороги Ош-Харок в течение 1,5-2 часов. Некоторые из них приступили к самовольному разделу земли на засеянном хлопчатником поле. Затем все вернулись обратно к месту митинга на поле колхоза имени Ленина на тех же автомашинах. К 18 часам туда вернулись и другие землеполучатели, выехавшие ранее в совхозы Кенеш и Папан. Количество собравшихся лиц киргизской национальности достигло 1500 человек. К тому времени обстановка на узбекской стороне сильно накалялась. Собрались более 12 000 человек. Расстояние между узбекской и киргизской толпами составляло не более 1000 метров. Вдруг из толпы прозвучали провокационные призывы научить киргизов преподать им урок. Временами толпа экстремистски настроенных молодых людей бросались в сторону собравшихся киргизов, однако их с трудом сдерживали цепь сотрудников внутренних дел и кордон ОМОН. С призывом к благоразумию выступил один из руководителей Адауата, имам мечети, которого забросали камнями. Выступления руководителей республики и города сопровождались выкриками из толпы и свистом. Толпа потребовала, чтобы руководители республики выступали на узбекском языке. Последним слово взял представитель Ошского горисполкома, который известил толпу о разрешении требований узбекской стороны, выдвинутых на митинге, состоявшемся 31 мая. Он отметил, что почти все пункты требований выполнимы, и рассказал, какие проблемы каким образом будут решаться. Камнем преткновения стал последний пункт требований о создании узбекской автономии на территории Ошской области. Председатель горисполкома в категоричной форме заявил, что согласно Конституции СССР данный вопрос несостоятелен. После этих слов толпа, выкрикивая слова «автономия, автономия», стала еще более агрессивной. Она очередной раз атаковала кордон правоохранительных органов с целью прорыва к толпе киргизов. Отряду ОМОН выстрелами в воздух удалось остановить толпу. В это время толпа киргизов, услышав выстрелы и почувствовав агрессивность противоположной стороны, стала вооружаться палками, камнями, металлическими прутьями. Люди ломали растущие на краю поля деревья. Хотя в толпе находились экстремистски настроенные лица, тем не менее люди пока держались. Прозвучали призывы не поддаваться провокации, не двигаться в сторону узбекской толпы. Некоторые активисты Ош-Аймагы призывали собравшихся к спокойствию и отметили, что их цель – добиться выделения земельных участков, а не драться с узбекским населением города. Вместе с тем заявили, что если узбеки подойдут к ним и начнут их атаковать, то они получат достойный отпор. Руководители области и Аксакалы призывали собравшихся расходиться, чтобы успокоить противоположную сторону. Часть митингующих согласилась разойтись, но их останавливали, обвинив в трусости. К тому времени на узбекской стороне обстановка все более накалялась и стала взрывоопасной. Одной из причин стало появление небольшой группы людей в районе пересечения шоссе, ведущего в аэропорт города Ош с кольцевой дороги. Часть узбеков, увидев людей на шоссе, стала выкрикивать, что к ним пришла подмога из Андижанской области, и бросилась в их сторону, обходя правый фланг цепи правоохранительных органов. Асанкулов, председатель КГБ Киргизской ССР, в своей докладной записке говорит, что поступала информация о прибытии на помощь собравшимся групп поддержки из соседних Наманганской, Ферганской и Андижанской областей Узбекской ССР. Выстрелами в воздух с использованием дымовых шашек прорвавшихся удалось вернуть в основную толпу. После этого разбушевавшаяся толпа инспирировала столкновение с силами общественного порядка. ОМОНовцев толпа забрасывала камнями, бутылками и другими подручными предметами. Пьяные молодчики, пританцовывая, кричали, что в них стреляют холостыми патронами. Призывали решительнее атаковать кордон ОМОНовцев. В этой ситуации один из сотрудников был затащен в толпу. К нему была применена физическая сила. Стоящими солдатами сзади кордона ОМОН были сделаны несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако и это не остановило толпу. В этот критический момент ОМОНовцами был открыт огонь. Увидев лежащих раненых, несколько человек узбекской национальности, одного раненого, подняли на вытянутых руках вверх и с криками «Кровь за кровь!» направились в сторону города. За ними хлынула в город и часть толпы, в основном молодежь. Остальная часть с криками начала расходиться. Толпа, устремившаяся в город, совершала погромы, двигаясь к центру, переворачивая и поджигая личный и общественный транспорт. Киргизы тоже ушли с поля. Большая часть киргизской толпы шла пешком по улице Касымбекова и по переулку Юбилейный, а затем начала двигаться в сторону юго-восточного микрорайона с целью сопровождать студенческую молодежь в Студгородок. Но увидев по дороге следы погромов, учиненных узбеками, тоже начали громить. По дороге вождь толпа громила и поджигала дома и магазины на центральных улицах, машины и автобусы. Около 30-40 узбеков попытались напасть на здание Ошского ГУВД, СИЗО-5, УВД Ошского облсполкома.
исполкома. Нападение не удалось. 4 июня сотрудники милиции задержали около 35 активных погромщиков. Ночь с 6 на 7 июня. В Оше обстреляно здание УВД и наряд милиции. Двое сотрудников получили ранения. На границе с Андижанской областью Узбекской ССР появилась многотысячная толпа, прибывавшая для оказания помощи узбекскому населению города Ош. Утром 7 июня происходит нападение на насосную станцию и городскую автобазу. Сожжено 5 автобусов. Начинается перебой в снабжении населения продуктами и питьевой водой. Из Фрунзе, Бишкека, прибывает 59 киргизских активистов. Выявлены случаи, когда на двери узбеков или киргизов ставят специальные метки для погромщиков. В Ферганской, Андижанской и Наманганской областей Узбекской ССР отмечены факты избиения лиц киргизской национальности, поджоги их домов, что вызывало поток беженцев-киргизов с территории Узбекистана. В Оше создаются отряды самообороны. Для наведения порядка используются силы милиции, войск и военная техника. В городе разгул мародеров, драки с применением холодного оружия. Массовому грабежу подверглись кварталы узбекских беженцев. 12 июня в Оше группа узбеков с ножом нападала на киргиза, сотрудника милиции. В ночь на 13 июня зафиксирована попытка забросать бутылками с зажигательной смесью колонну с мукой, выезжающую из Оша. Предупредительными выстрелами нападающие были рассеяны. Подобные сценарии будут проходить на территории всех бывших республик СССР: Латвия, Литва, Таджикистан, Грузия и так далее. Кстати, советую статью «Интервью с миротворцем из Абхазии» из паблика «Тени ушедших конфликтов». Материал крайне интересный. Но пока вернемся к Оше. Беспорядки в других районах области. Из секретной докладной записки начальника управления КГБ по Ошской области Аскарбека Мамеева на имя первого секретаря Ошского обкома Компартии Киргизии Усена Сыдыкова. Массовые беспорядки начались и в других районах области. 4 июня к 19 часам в село Каракульджа Советского района прибыли водители рейсовых автобусов, начавшие распространять среди жителей села слухи о происходящем в Оше физических расправах узбеков над киргизами. Один из водителей был вызван в здание РОВД для профилактической беседы. В это время у здания РОВД собралась толпа и потребовала отпустить водителя. Часть толпы захватила 4 автобуса местной автобазы и намеревалась выехать в Ош на помощь киргизам. Принятыми мерами накалившуюся обстановку на время удалось нормализовать. Однако к 24 часам того же дня в селе Каракульджа стали появляться киргизы, проживающие в Узгенском районе, которые распространяли слухи об избиениях в Узгене лиц киргизской национальности. Утром 5 июня на границе с Узгенским районом собралось большое количество жителей Советского района с намерением напасть на проживающих там узбеков. Несмотря на принятые меры, толпа примерно к 17 часам устремилась в Узген, совершая на своем пути погромы, поджоги и убийства лиц узбекской национальности. Общее количество прибывших в Узген на автомашинах и конным порядком жителей Советского района достигало приблизительно 1000 человек. Первоначальный натиск прибывшей толпы узгенскими узбеками был отражен. В течение 5-6 июня хулиганствующие и экстремистские элементы предприняли в селе Каракульджа 8 попыток нападения на здание РОВД с целью захвата оружия, причем в первые ряды людской толпы ими выставлялись женщины. В местном отделении ДОСААФ ими были похищены винтовки. В ночь 6 на 7 июня вооруженная часть экстремистов из числа киргизской национальности Советского и Узгенского районов совершила в селе Мирзааки убийства, изнасилования, грабежи и погромы местных жителей. Примерно в 12:30 в город Узген начали прибывать на автомашинах, в основном грузовых и автобусах ПАЗ, группы лиц киргизской национальности, вооруженные ножами, металлическими прутьями и палками, а в ряде случаев оружием. По показаниям очевидцев, действиями групп руководили конкретные лица. После этого в различных районах города, в близлежащих селах начались драки, погромы и грабежи. Местная милиция не смогла взять на себя роль организатора по предотвращению массовых беспорядков. Утром 8 июня организаторы погромов, собрав все киргизское население города Узгена и села Мирзааки, в том числе раненых и убитых, на угнанных с узгенской автобазы машинах скрылись. Оставшиеся в Узгене киргизы стали подвергаться нападениям и преследованию со стороны местных узбеков. Столкновения были пресечены вошедшими в Узгенский район 8.06 частями советской армии и внутренних войск. 30 мая в село Гульча из города Ош прибыли 4 человека, назвавшие себя членами общества Ош Аймагы. Последние во время демонстрации кинофильма обратились к сельчанам с призывом немедленно выехать на помощь киргизам в город Ош, где они страдают от узбеков, которых большинство. Принятыми в этот день мерами обстановку удалось локализовать, но поздним вечером 4 июня и ранним утром 5 июня в селе Гульча и других населенных пунктов Алайского района стали распространяться слухи о насилиях узбеков над
над киргизами в Оше. Часть лиц, распространивших слухи, установлена. К 10 часам утра на площади перед зданием райкома собралась возбужденная толпа, около 500 человек, а к 12 часам количество собравшихся превысило 1000 человек. Во время несанкционированного митинга толпа потребовала от руководства района и милиции отправки их в Ош и предоставления им оружия. Руководители района, сторожилы села и воины-интернационалисты не смогли облагоразумить толпу. С раннего утра группа молодых людей в селе Журкун Учдабаинского сельсовета начала останавливать автомашины, следовавшие в Ош, и сбивать водителей узбекской национальности. Затем, погрузив раненых в кузова, на захваченных автомашинах направились в сторону села Суфи-Курган. Здесь собравшиеся также потребовали от администрации совхоза транспорт для выезда в Ош. Возбужденная толпа захватила еще 8 автомашин совхоза, на которых отправилось село Гульча. После прибытия в Гульчу этой группы обстановка еще более накалилась. Усилились требования предоставить оружие, затем толпа направилась к зданию РОВД, где предприняла попытку его захвата. Не добившись своих целей, хулиганствующие экстремистские элементы стали учинять погромы и поджоги домов узбеков. 6 июня группа экстремистски настроенных лиц на захваченных автомашинах направились в Ош, громя по дороге дома узбеков, издеваясь над жителями и совершая убийства. К полудню экстремистские элементы Алайского района на машинных и конным порядком достигли прилегающего к Ошу района Фуркат, где также избивали узбеков и издевались над ними. Прибывшие к месту беспорядков силы советской армии и внутренних войск пресекли действия бесчинствующей толпы и рассеяли ее. 5, 6, 7 июня под влиянием событий в Оше произошли волнения в Ноакатском районе, сопровождающиеся убийством 3 узбеков-пасечников Арапанского района. Часть киргизского населения Ноакатского района приняла активное участие в ошских событиях, предпринимала попытки с жителями ближайших к Ошу киргизских сел прорваться в Ош. Некоторые были вооружены гладкоствольным и нарезным оружием. Зверское убийство узбеков-пасечников в районе Ноаката всколыхнуло Араванский район. В результате произошедших здесь столкновений с обеих сторон имелись раненые. К 18:00 8 июня у здания райкома партии собралось свыше 1000 лиц узбекской национальности, которые выдвинули политические и социально-экономические требования. Настроение собравшихся подогревали экстремистски настроенные лица, призывавшие к расправе с проживающими в районе киргизами. Усилиями представителей советской армии, внутренних войск МВД СССР столкновение удалось предотвратить. Взрывоопасным оказалось положение в Карасуйском районе. Так, ранним утром 6 июня на 3-м километре Памирского автотракта собралось свыше 800 человек киргизской национальности, имевших при себе огнестрельное и холодное оружие. Толпа, подогреваемая подстрекателями, распространившими слух о зверствах узбеков в Оше, принялась громить в колхозе имени Калинина дома узбеков. Бесчинства сопровождались убийствами и насилием. Резкое обострение обстановки произошло и в городе Карасу. 7 июня на центральной площади города населению были показаны 2 трупа убитых в Оше узбеков. Это привело к новой волне беспорядков, столкновениям противоборствующих сторон и человеческим жертвам. Жипар Жекшеев, ставший в мае 1990 года одним из сопредседателей Демократического движения Кыргызстана, бывший генсекретарь Национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО, убежден, что вина за ошские события лежит на КГБ СССР. В то время по всему Советскому Союзу прокатились межнациональные и межэтнические конфликты в Фергане, в Баку, в Молдавии, в Тбилиси, в Прибалтике и в Душанбе. Мы пересмотрели множество видео и других материалов по вильнюсским, кишиневским, тбилисским и бакинским событиям, и я пришел к выводу, что сценарии одни и те же, а значит и авторы одни и те же. И можно без труда догадаться, кто был в этих событиях заинтересован, сказал Фергане.ру Жипар Жекшеев. Я всегда давал и до сих пор даю такую оценку этим событиям. Я абсолютно убежден, что ни узбеки, ни киргизы тут ни при чем. Это дело рук коварных политиков, которые сидели в Москве, в центре. А на местах были очень близорукие политики, руководители как городского, так и областного масштаба. Сценарий ошских событий был заготовлен, написан в недрах КГБ СССР и санкционирован Политбюро ЦК КПСС. Сделано это было для того, чтобы не дать самой тихой и спокойной республике, Кыргызстану, поднять голову, чтобы не допустить создания в ней демократических движений. В этом глубинные причины произошедшего. А технически это было сделать несложно. Внедрить 1-2 провокаторов, которые начали подталкивать к конфликту. В то время положение было очень тяжелое. Достаточно было лишь поднести спичку. Когда люди голодные, им не хватает элементарно земли, где они бы могли построить дома. Когда люди всегда и во всем нуждаются, ничего не стоит их спровоцировать. Сама советская система заложила эту бомбу замедленного действия, и не требовалось большого ума, чтобы поджечь конфликт. К 7 июня напряженность в межнациональных отношениях охватила практически всю область и территорию близлежащих районов Андижанской области.
Так, в этот день на границе Ошской и Андижанской областей в районе местности Дустлик собралось около 15 тысяч лиц узбекской национальности, намеревавшихся прорваться в Ош. Принятыми мерами столкновения удалось предотвратить. Очаг конфронтации отмечался на границе сел Маданият, Пахта-Абадского и Бурганды-Ленинского районов, где после похорон в селе Маданият, погибших в Карасуйском районе женщин-узбечек, раздались призывы к отомщению со стороны собравшихся, а собралось тогда более 1000 лиц узбекской национальности. Только благодаря своевременному прибытию войск советской армии назревающие массовые беспорядки были предотвращены. В Токтагульском районе местными жителями был блокирован участок дороги Ош-Фрунзе, забрасывались камнями проходящие машины и имелись факты избиения шоферов некиргизской национальности. Напряженность в межнациональных отношениях возникла в городах Джалалабаде, Май-Лисая, Ташкумыре, Сузакском и Базар-Курганском районах. В секретной докладной записке Аскарбек Мамеев признается, что трагические события явились результатом запущенности работы с населением, особенно с молодежью, серьезных просчетов в безотлагательном решении вопросов землепользования, что породило опасную ситуацию и напряженность в межнациональных отношениях. Вызревающая в Оше конфликтная ситуация на почве земельных притязаний между представителями двух народов, руководством города и области не была должным образом оценена и локализована. Это послужило поводом для развязывания массовых беспорядков. К числу первопричин, предопределивших основной очаг трагических событий в Узгене, по предварительным данным относится разделение проживающего в нем населения по имущественному и материальному положению, в частности, появление, преимущественно из числа узбеков, зажиточных групп, что породило негативное отношение к ним малоимущей части киргизского населения, в основном проживающего в сельской местности Советского района. Сложилось среди узбекского населения недовольство тем, что подавляющее большинство руководящих кадров составляют лица киргизской национальности. Существующие пережитки земляческой и местеческой психологии проявились в возникшем конфликте. Имеющиеся серьезные социально-экономические проблемы как в городе Ош, так и районах оказали дестабилизирующее влияние на политическую и оперативную обстановку. Управление КГБ по Ошской области, начиная с 1990 года, письменно информировало обком партии о вызревании негативных процессов и их возможных последствиях. Предлагались конструктивные меры по нормализации обстановки, снятию нараставшего напряжения в молодежной среде. Однако по данному вопросу не было принято ни одного конкретного решения. По данным следственной группы Генпрокуратуры СССР, в конфликте с киргизской стороны в городах Узген и Ош, а также в селах Ошской области, погибло около 1200 человек, а с узбекской следователи нашли около 10 тысяч эпизодов преступлений. По неофициальным данным, жертв было 10 тысяч человек. В суды было направлено 1500 уголовных дел. В конфликте принимали участие около 30-35 тысяч человек. К уголовной ответственности привлекли 300 человек. После обретения Кыргызстаном независимости они были отпущены на свободу. Выводы не будут сделаны должным образом, и события повторятся в 2010 году. А на этом у меня все. Мир вам всем! И пусть войны остаются чернилами на бумаге.